Пройдя шлюзы Панамского канала на круизном лайнере и посмотрев принцип их работы со смотровой площадки, наше знакомство с Панамой продолжается, и мы едем на железную дорогу, где сядем на поезд и поедем в столицу Панамы, Панама-Сити. Железнодорожный путь проложен параллельно Панамскому каналу. Протяженность его 76 километров. Давно мы на поезде не ездили, да? На нем еще Владимир Ильич Ленин ездил. В каком году его построили? 1855. В 1855 году. Снэкбокс. Что там внутри? Киндер-сюрприз будем открывать. Никогда не As soon знаем, as что the train is внутри. ready, they would actually blow a whistle, and with this, you will know that we're moving then towards to the Pacific. One thing that is important, my friends, Panama is the only country in America where oceans are located north and south and not east and west. А, что-то американское. It's very confusing. Is Do not it? try to understand it. But it's the Чипсы. only country where oceans are north and south. Caribbean for us is north, Pacific is south, and it does just because of the shape of Panama. If you actually come United States, кофейная Mexico, конфетка. Central Они у нас в America, Америке тоже. that are coming from north to west, where the oceans are east and Приятного аппетита. north to south. А сейчас еще Oceans кофе are принесу. north, Кофе. Водку можешь заказать. East and west, thank you very much, and oceans Ну да. in Panama, because we go Да, like a пиво, straight ликеры line, покупать надо. Кофе full бесплатно. circle, and then the oceans for us. Строительство Панамской железной дороги было завершено в 1855 году, и она стала первым трансконтинентальным железнодорожным маршрутом в мире, соединяющим Атлантический и Тихий океаны. Ее строили США 5 лет в условиях сурового тропического климата и многочисленных природных препятствий. Здесь была болотистая местность и непроходимые джунгли наподобие этих. От желтой лихорадки и малярии погибло большое количество наемных рабочих. В то время не была известна роль комаров в распространении этих болезней. Только когда Соединенные Штаты стали строить Панамский канал в 1904 году, этот факт уже был доказан, и американцы начали осушивать болота и обрызгивать водоемы со стоячей водой нефтью. Таким образом, они избавились от москитов. Искусственное озеро с пресной водой. Они построили плотину. Здесь была река Чагрес, и они построили плотину. И даже здесь, ты знаешь, да, что здесь два времени года? In the Дождливый и сухой. Да. all these rivers are Даже one of дождей the не themes. хватает, чтобы заполнить это This озеро. lake area here. Между вагонами установлены открытые платформы, с которых очень удобно снимать канал.
Панамский перешеек соединяет Центральную Америку с Южной и одновременно узкой полоской земли в 48 километров отделяет Атлантический океан от Тихого. Таким образом, у Панамы две морские и две сухопутные границы. На западе ее соседом является Коста-Рика, а на востоке – Колумбия. После открытия Панамы испанскими мореплавателями в начале XVI века выяснилось, что через Панамский перешеек лежит кратчайший путь между двумя океанами. И в течение 300-летнего колониального владения Панамским перешейком он был превращен в перевалочный пункт и центр связи с метрополией. Отсюда испанские отряды направлялись на завоевание Центральной и Южной Америки. Сюда поступали золото и серебро Перу, которое затем перевозилось на Карибское побережье перешейка для последующей отправки в Испанию. Но не все было так гладко. Постоянно была борьба коренного индейского населения за освобождение от колонизаторов, восстание завезенных рабов и опустошительные набеги английских пиратов под командованием Генри Моргана, действующих с разрешения королевы Англии. Кстати, впоследствии пират Генри Морган стал губернатором Ямайки. В результате всех этих проблем в 1739 году испанцы были вынуждены отказаться от использования Панамы как перевалочного пункта. И в 1821 году в Панаме была провозглашена независимость от испанской короны. И чтобы ее гарантировать, было объявлено о добровольном присоединении к Колумбии. Этот союз просуществовал 82 года. Но он тоже оказался не идеальным, и панамцы предпринимали неоднократные попытки к отделению. И только в 1903 году Панама с помощью США получила независимость от Колумбии. Панамская железная дорога – это не только туристический аттракцион. По ней до сих пор перевозят грузы и пассажиров от Панама-Сити до портового города Колон. И сейчас мы все еще проезжаем зону Панамского канала. На этом судне перевозят автомобили. Thank you. Это же старые шлюзы. Ой, мы проезжаем старые шлюзы. Да, мы же там были, да? Да. Мы с той стороны, сейчас вокруг. Наша сказочная экскурсия на этом волшебном поезде подошла к концу, и мы сейчас сядем на наш автобус и поедем к Тихоокеанскому побережью Панамы. На железнодорожной платформе висят таблички с надписью «Добро пожаловать» на разных языках. Кроме поезда, конечно же, есть другие средства передвижения по городу, такие как такси, автобусы. А в 2014 году было закончено строительство метро. Оно состоит из двух линий, которые соединяют юг и восток с центром города.
На дорогах можно увидеть такие раскрашенные автобусы. Это одна из местных достопримечательностей. Дверь специально открыта, и мы видим этого парня. Его работа при приближении к остановке выкрикивать маршрут автобуса. У этих автобусов нет номеров, только названия. Это отработавшие свой век школьные автобусы, завезенные из Соединенных Штатов. Темно-желтый цвет не соответствует колориту тропического города, и чтобы привлечь клиентов, новые хозяева перекрашивают их на свой вкус и дают им запоминающиеся имена. Город был основан 15 августа 1519 года на месте индейского селения с названием Панама, что означает на языке индейцев «место, где много рыбы». Но еще есть вторая версия – изобилие бабочек. Проезжаем 13-метровый монумент, он называется «Завоевание суверенитета», посвящен договорам Картера-Торихоса, подписанный в 1977 году о передаче Панамского канала под полный контроль Панамы с 31 декабря 1999 года. Скульптура изображает момент, когда генерал Амар Торихос и президент США Джимми Картер пожимают друг другу руки после исторических соглашений. Это Тихий океан. Вау. Карибского моря. За полтора часа добрались до Тихого океана. Это на Тихом океане. Мы выехали на дамбу Амадор. Она представляет собой 2-километровое шоссе, соединяющее 4 небольших острова с континентом. В рамках нашей обзорной экскурсии мы посетим один из этих островов – Фламенко. С обеих сторон дороги Тихий океан. Сама дамба была построена из грунта, вывозимого при строительстве Панамского канала. Этот тандем, дамба и канал, отметили свой столетний юбилей в 2014 году. Дамба Амадор считается важной достопримечательностью Панамы. С нее открываются виды на небоскребы Панамы-Сити, мост Пуэнте де лас Америкас, переводится как «мост двух Америк», и в центре расположен биомузей. Это очень популярное место среди туристов. Можно покататься на велосипедах, роликах или просто посидеть на скамеечке под пальмами и подышать морским воздухом. Панама является самой развитой страной в Центральной Америке, известной благодаря Панамскому каналу, банковскому сектору и офшорной зоне. Это когда компания зарегистрирована в одной стране и платит там налоги, а работает в другой.
Налоги в Панаме намного меньше, чем в других странах. Панама, в отличие от соседних стран, не подвержена ураганам и землетрясениям, но зато она известна своими продолжительными ливнями в сезон дождей. Здесь первоклассная питьевая вода, которую можно пить из-под крана, незагрязненный воздух. На Панамском перешейке обнаружены месторождения нефти, но ее не добывают, чтобы не нарушить экосистему. Мы приехали на остров Фламенко. Здесь много отелей, сувенирных магазинов, ресторанов и баров. С дамбы Амадор также можно увидеть мост двух Америк. Его построили Соединенные Штаты за $20 миллионов в 1962 году. Он был первым неразводным мостом, соединяющим Северную и Южную Америки. Его длина 1 километр 654 метра. Мы возвращаемся на Карибское побережье Атлантического океана, но у нас запланирована еще одна короткая остановка. Мы сюда приехали за открыточным видом на небоскребы Панама-Сити. Там расположены офисные здания, фешенебельные отели, рестораны и магазины. Отсюда также видно это яркое сооружение, его и зданием-то не назовешь. Это биомузей, построенный по проекту архитектора Фрэнка Герри. В Панаме существуют специальные скидки на услуги и товары для всех пожилых людей, поэтому многие американские пенсионеры переезжают сюда на постоянное место жительства. Также их привлекают многочисленные жилищные проекты с очень доступными ценами для любого уровня достатка, и они покупают здесь недвижимость. Благодаря демократическому правительству и стабильной экономике у страны много достоинств, но есть и большой недостаток. Его вы увидите через несколько минут. Не переключайтесь. Так как в Панаме не 4 сезона, а только 2 – сухой сезон и сезон дождей. У детей школьные каникулы сейчас, в феврале, во время сухого сезона. И это развлекательное мероприятие посвящается окончанию каникул и спонсируется Панамским каналом. Приехали в портовый город Колон, он был так назван в честь Христофора Колумба. Вот об этом недостатке я и говорила, и таких трущоб, к сожалению, в Панаме немало. Уже почти в порту. Город, конечно, бедный, но шоппинг-центр находится прямо в порту. Отличный.
валюта в Панаме. Американский доллар. Только монеты, они чеканят свои. Поэтому если мы заплатим, допустим, 5,50, то 50 центов нам выдадут их монетами, они называются бальбоа. Мы вышли к нашему лайнеру. Но отсюда невозможно подойти. Если есть на корабль, нужно все равно пройти через весь торговый центр. Огромный магазин. Можно еще на второй этаж подняться. А, вот здесь вот уже здание поприличнее. Мы заходим, сейчас мама покажет свой медальон. Тут он интересно так одет, дядя. Он продает. Подожди, как он такая? И женщина так одета, интересно. В татуировках. Ай, вау, you're so beautiful. Yes, thank you. Они все здесь так одеты? А, все в татуировках. Карточек у него интересный. Фри, здесь уже продавец нормально одет. Все пассажиры лайнера получили сертификаты о частичном прохождении Панамского канала. Мы отплываем с города Колон.